Друзья мои, большинство людей, живущих в Грузии, молодых людей, они считают, что в Грузии работы нет, и поэтому они уезжают в дальние края, либо в близкие края, куда-то в другие страны, в другие регионы, для того, чтобы там найти работу. И отчасти они правы, потому что очень много предприятий в Грузии, будем говорить, находятся, наверное, в упадке. И поэтому молодым людям и более старшему поколению ничего не остается, как уехать в Европу, уехать в Америку, уехать, не знаю, в Израиль за, так сказать, длинным долларом. Мы понимаем этих людей, понимаем, что у всех семьи, всем хочется хорошей жизни, всем хочется хорошо работать и также хорошо зарабатывать. И у большинства людей, которые переехали из Грузии, эмигрировали из Грузии, получилось. А что, если я вам скажу, что и докажу, что прямо сейчас я вам дам 22 идеи маленького бизнеса, которые можно реализовать прямо в 2020 году в Батуми. Не только в Батуми, но и в Грузии. Вот я вам буквально на пальцах покажу эти 22 идеи, которые действительно сработают, и вы можете, посмотрев эти идеи, взять для себя что-то интересное и применить его на себе. Более того, я вам скажу, что ни одну из идей я не выдумал. Я живу по принципу лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Я очень много путешествую, очень много читаю, очень много смотрю видео, делаю видео. Я занимаюсь продюсированием каналом. Я очень давно в интернет-рекламе, и я понимаю, чем живут вот такие небольшие городки, которые у моря, приморские городки. Если мы посмотрим опыт Италии, либо опыт Америки, опыт Израиля, мы можем там найти что-то и взять, принести его сюда. Принести сюда в солнечную, великолепную Грузию с шикарным климатом, с классными людьми. И я сейчас вам дам 22 идеи, даже 23 идеи. Это лучшие идеи, я считаю, да? Использовать их или нет, решать вам. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, что близкие мне люди тоже собираются уезжать из Грузии, уезжать из Батуми в том числе, для того, чтобы искать счастье в чужих краях. Но для меня непонятно. Здесь столько свободных ниш, столько свободных моментов, почему вы здесь не можете остаться и решить проблему. Потому что только если вы решаете проблему чью-то, вы только тогда получаете деньги. И в этом ролике я расскажу вам и на примере докажу 22 профессии, 22 маленьких бизнеса, которые можно прямо в этом году организовывать в Батуми, да и в Грузии в целом. Итак, я уже предвкушаю, что огромное количество людей будут сидеть и говорить: это не для меня, здесь тяжело, это не пойдет, это неправильно. Но давайте мы вернемся в Батуми в 2025 год, чуть-чуть в будущее, и вы увидите, что больше из половины этих вот профессий уже будет занято. И там будут люди 5 лет сидеть, получавшие отзывы, рекомендации, репутации. Попробуйте хотя бы один из этих бизнесов открыть в Германии. Там все забито под фильтр. Попробуйте это реализовать в Москве либо в Питере. Там все занято и огромное количество людей мечтают, чтобы там быть единственным. В Батуми вы можете быть единственным и неповторимым. И вот поехали. Первый, то, что я хотел вам познакомить с первым, это человек, который будет консультировать по размещению на таких великолепных сервисах, как Airbnb и Booking.com. Это боль и проблема, потому что в Батуми огромная, давайте так, все квартиры, которые есть в Батуми, мечтают, чтобы их, все домовладельцы, либо хозяева квартир мечтают, чтобы в высокий сезон эти квартиры снялись. Причем
я знаю не понаслышке, я видел, как это здесь работает. Сервисы используются очень и очень слабо. Те люди, которые как-то умеют и как-то себя зарегистрировали на Airbnb и Booking.com, они плывут по течению. Кому-то повезло, у кого-то есть сын, у кого-то есть племянник, который может проконсультировать. Но в большинстве своем здесь на уровне, если брать 100%, 3-4% людей понимают, как действительно работает сервис Airbnb. Как действительно можно зарабатывать на сервисе, сдавая свои апартаменты не только в высокий сезон, но и в низкий сезон. И поэтому консультант по размещению жилых объектов, будь то дома, квартиры, гостиничные номера на сервисах Airbnb либо Booking.com, здесь в городе Батуми, в Грузии в целом, не знаю, в Боржоми, в Тбилиси всегда будет пользоваться спросом. У нас есть курс, он будет внизу, где мы рассказываем, как стать этим самым консультантом по Airbnb, потому что я, коллеги, да, очень много, очень часто езжу, и мне владельцы, хозяева апартаментов очень часто оплачивают, не я плачу им, а они мне оплачивают за определенного рода консалтинговые услуги по размещению, по продвижению объектов недвижимости на этих сервисах. Поэтому стать консультантом – это просто номер один. Для этого надо просто изучить, и вы сможете приходить и давать оффер. Оффер – это предложение владельцу, чтобы его апартаменты стали топовыми там на букинге, на Airbnb, чтобы там получить превосходного хозяина, да, чтобы вот это жилье сдавалось. Станьте консультантом по размещению, начинайте обучать, начинайте показывать, и это вам вернется. Вторая профессия, которая здесь, она очень и очень востребована, но ее нету. Почему? Потому что здесь, как вот в любом маленьком городе, то время, когда были агенты недвижимости, они у вас называются маклеры, да, оно уже кануло в лето, оно уже ушло в небытие, когда кто-то сидел и к нему приходили в его агентство недвижимости по поводу аренды апартамента, по поводу аренды там долгосрочной, краткосрочной там, да, и поэтому здесь, когда вы уже стали консультантом по размещению объявлений о сдаче жилья в интернете, второй уровень может быть агент по недвижимости. Почему? Если вы сравните агентов по недвижимости, которые есть в Батуми и в других развитых странах, то вы удивитесь и не в приятную сторону. Потому что здесь мы пытались снять жилье, снять квартиру на год через агентов. Друзья мои, это какой-то трэш. Это просто как, у меня в первый раз в жизни было, чтобы агенты по недвижимости 2 раза опаздывали на встречу, чтобы они со мной говорили через губу, чтобы они мне говорили, что перезвонят и не перезванивают. Может, у вас много заказов, может, у вас настолько много всего, что вы не звоните, но рынок требует, рынок хочет, потому что здесь, коллеги, здесь есть апартаменты, есть квартиры стоимостью от $2500, там, не знаю, до 5, это уже премиальный класс. Это уже апартаменты, квартиры, жилье премиум сегмента. И эти люди, которые хотят покупать это самое жилье, эти самые люди, они хотят принимать решение о покупке, находясь не знаю, в Тель-Авиве, в Москве, в Киеве, в Минске, там, не знаю, в Баку, в Берлине, либо в Риме. Посмотрите, что творится здесь на рынке недвижимости, когда объявление о сдаче, о продаже дома, квартиры только на грузинском языке. Если вы поднимете статистику, а у меня кое-какая статистика есть, то вы увидите, что покупают грузины очень редко квартиры по $2500 за метр квадратный. Обычно это все-таки приезжие, Арабские Эмираты, Турция, Польша, Израиль, Америка, немцы, да, русские. Нет грузинов. Почему вы
не пишете на английском языке, на иврите, на русском языке, и вот здесь стать этим самым агентом недвижимости, а если вы еще зайдете в очень узкую область, и станете, допустим, агентом недвижимости, который знает все, как подобрать жилье для фрилансеров. Либо станете, допустим, Ираклий, который решает и знает любое жилье для семейных пар. Вот когда, или там для семей с детьми, да, лучшие районы, не то что втюхать, да, потому что когда мы хотели, нам такие чигиря показывали, вот просто то, что, как говорится, под ногами есть, вот то, что в данном случае нашу проблему не решали, а агенты недвижимости Батуми решали свои проблемы, пытались за счет нас. Время течет, уже сервисы Airbnb, Booking.com и другие показывают стоимость того либо иного жилья, и те агенты недвижимости, которые до сих пор еще пытаются где-то объявления вешать на столбах, либо там продавать там по телефону, либо сидят и ждут у себя в шикарных офисах людей, они скоро канут в лето, то есть их не будет как класса, как не будет водителей, когда придет искусственный интеллект вместо водителей. Понимаете, вот это все проходит, потому что люди уже, они в принципе готовы пользоваться сервисами. И вы после консультанта по размещению объявлений можете вполне себе стать агентом недвижимости. Причем очень, обращаю внимание, стать не надо сразу говорить: о, это надо будет агентство недвижимости, офис там, секретарша, кофе. Нет, надо быть человеком, который решает проблему. Надо быть человеком, который встретит в аэропорту, который заселит какую-то хорошую, недорогую, чистую, опрятную квартирку и за день покажет 12-15 вариантов. Тот, кто будет показывать то, что хотят, потому что самая большая ошибка начинающих агентов, они показывают то, что думают нужно клиенту, не слушая клиента, что он хочет. Поэтому вторая в хит-параде наших профессий – это агент по недвижимости. Третья профессия, которая будет востребована прямо сейчас, прямо завтра, она очень востребована вчера, это мастер впечатлений, ну, либо проводник по впечатлениям. Если вы сейчас откроете сервис Airbnb, а мы по нему будем делать мастер-класс, ссылочка будет внизу, поэтому подписывайтесь на наш канал, приходите к нам на сайт Грузия 100. И там мы расскажем и покажем, как во всем мире мастера впечатлений делают бизнес. Причем они делают это настолько классно, настолько естественно, что я бы, если бы не занимался чем занимаюсь, сам бы этим занимался. Как это работает? Смотрите, вместе с арендой квартир, вместе с арендой комнат либо домов на таком сервисе, допустим, как Airbnb, есть впечатление. Вы можете там заказать, я бы хотел, чтобы там были люди, которые могли бы меня провести по тем местам, где есть грузинская еда. Либо провести меня в путешествие куда-нибудь, не знаю, в Казбеге, либо провести меня экскурсию в монастырь, либо по непроходимым каким-то там, не знаю, даже те же самые подняться с интересной историей, то есть чтобы было мастером впечатлений. Это же просто. Это просто, потому что у вас это есть, но все находится в таком зародыше. Ты приходишь, видишь человека сидящего, и у него листик, выцвевшие там эти, вот как вот было в 2005 году, вот этот листик с этими там какими-то выцвевшими там названиями, там какой-то кое-какой там, не знаю, есть понимание, так и осталось. У вас должно быть все понятно. Вот у вас там есть видеообзор мест, куда пойти. У вас есть там 15-20 маршрутов. То есть вы должны впечатление. Почему? Потому что для меня, я бы, допустим, сходил, например, туда, где поют настоящие грузины, настоящие грузинские песни. И это должны быть не артисты, а именно какое-нибудь атмосферненько, чтобы было, да, село. В этом селе, допустим, есть люди, которые могут
пригласить себе домой, чтобы эти люди могли там накормить нас домашней едой, не ресторанной, а домашней едой, чтобы они могли нам спеть, чтобы они могли сплясать, там, не знаю, да, показать их быт, показать то, чем они занимаются, как они выращивают, не знаю, виноград, там, корову, как они ходят в горы, где они берут воду горную, да, вот это впечатление, потому что мы, сидящие в городе, мы устали от вот этой городской толчии, хочется потрогать это вот такой самобытный мир Грузии, эту чистоту, нетронутость, да, хочется прикоснуться к ней, посмотреть хотя бы там на денек, потрогать. Это вот и есть впечатление. Вместо этого вы какие-то вместо прогулок с лошадьми вы предлагаете прогулки там на этих мотороллерах. Нафиг мне мотороллеры. Мотороллеры есть в каждом городе. Я могу его купить и покататься. Мне нужно на коннике проехать в горы. Вот как надо работать. Дальше поехали. Следующий, то есть это у нас первый, второй, третий, четвертый. Проводник по интернету. Вот проводник по интернету для ресторанов, либо салонов красоты. Для меня, вот когда я прихожу и говорю, у меня есть тут пяток классных заведений в Батуми, где мне очень и очень нравится. Но я нашел их по сарафанному радио. Когда я прихожу и спрашиваю, как вы думаете, когда сюда приедет турист, как он вас находит? У вас никакая вывеска, у вас вообще ничего нет, и у вас только все, что меня сюда привело, это сарафанное радио моей арендодательницы, той женщины, которая сдавала нам квартиру, она нам показала, где можно поесть классных хинкали, лучшие в городе. Мы пришли, там действительно лучшие хинкали в городе, но вот здесь момент какого уровня был. Вы понимаете, вот владельцы ресторанов, салонов красоты, они понимают, что очень часто туристы ищут их на TripAdvisor, они очень часто ищут их Google карты, если это русские, либо белорусы, они ищут их на Яндекс.Картах. То есть основная масса не пользуется сарафаном, потому что приезжают сюда, ну, на 2 недели, на 3 недели, там, да, максимум на месяц, и пока они поймут, куда и что, пора уже уезжать. И они привыкли пользоваться сервисами. Почему? Потому что на сервисе TripAdvisor, Яндекс.Карты, Google карты, там есть возможность отзывов. И люди там размещают отзывы. Почему вы не просите там размещать отзывы о себе? Почему вы не прорабатываете, как владельцы ресторанов, кафе? А если это проблема, то станьте проводником по интернету. Тут 50 ресторанов в этом Батуми. Если вы для каждого станете проводником по картам Яндекса, по Гугла, по TripAdvisor, то у вас все будет хорошо. Здесь это настолько зародыш вот сырой, да, его еще нет, потому что сюда не пришла еще большая конкуренция. И я прихожу и смотрю, думаю, ну вы же видите, какие здесь строятся дома, сколько здесь будет людей, сколько здесь будет всего, и откроются другие рестораны. И если вы не будете в тонусе, то в тонусе будут другие. И у вас сейчас, у владельцев есть шанс получить фору в год, в 2, в 3, и вы можете помочь им этим шансом воспользоваться. Следующая у нас профессия, которую вы можете освоить, бизнес, маленький бизнес, идея, да, давайте, идея для вашего маленького бизнеса, это организовать центр лояльных посетителей, либо называется еще День открытых дверей. Я это все говорю по болям, то есть мне было бы интересно, когда мы были в Боржоми, приехать на завод, где делается крутая вода Боржоми. Но помимо этих самых Боржоми, есть еще здесь огромная масса различных брендов замечательной, вкуснейшей воды. Газированной, не газированной, да, огромная масса воды, и мне
я готов заплатить денег кому-то, чтобы меня кто-то завез и показал завод, показал, как это работает, да, и это дает этим самым заводам большой траст, потому что я видеоблогер, я продюсер YouTube каналов, у меня есть очень много знаменитых и не очень друзей и клиентов. Я бы им показывал свое видео от того, где я был, и о воде Бакуриане, допустим, да, узнали бы в другом месте, потому что это бесплатная реклама. То есть, если у вас там все хорошо, а я уверен, что там все хорошо, и нечему бояться, то почему нет? Есть классный магазин, называется Агрохаб. Мы там сейчас кушаем, покупаем там торты, рыбу, там, ну, там очень хорошо, там очень лояльный персонал, там нам оставляют наборы для ухи, там нам, ну, там классно, там люди, которые действительно хотят тебе помочь и накормить тебя. И ты понимаешь, что в том пирожном не маргарин, а масло президент, потому что оно вкусное, оно хорошее в этом Агрохабе, да, вот, и было бы классно, чтобы условно сделали какой-нибудь там, не знаю, рассказали о том, что у этой компании есть свое фермерское подворье, свои хозяйства, что там вот есть повара, которые очень лояльны, они делают вкусную еду, чтобы провели такой мастер-класс. Я бы это рассказал другим, и туристы пошли, все, это лучшая реклама. Вместо этого вы не открываете двери, а закрываете двери, потому что нам в Агрохабе даже запретили снимать видео. Просто потому что, ну, не знаю, там было много-много этих вот переходов, и в итоге запретили. Хотя этому во всем мире всегда рады, потому что когда лояльный посетитель приходит к вам, если к вам это все приходит, то он делится в социальных сетях, он выступает вашим рекламным агентом. Поэтому стать таким агентом для этих предприятий, я вам даже больше скажу, что это можно пробить на государственный уровень, потому что в Грузии это не развито слово вообще. Например, возьмем пицца Доминус. У пиццы Доминус ты можешь в любой момент времени прийти и заказать мастер-класс для своего ребенка. Твоего ребенка, ну нашего ребенка взяли, одели ему там бахилы, одели ему шапочку, одели все, и он сам делал пиццу. Он сам с настоящими поварами Доминос делал пиццу. И потом мы всей семьей эту пиццу ели. Наша мама репостнула фотки, я репостнул фотки, я записал видос. То есть об этом узнало много-много наших друзей, и это классно. Вот почему не стать тем, кто открывает двери и популяризирует грузинскую кухню, грузинские предприятия, грузинские фирмы, потому что вот именно так и работает конкуренция, потому что это конкурентная борьба. И здесь это пустое место, оно свободное. Тут никто. Вместо этого вы, коллеги, едете куда-нибудь в Грецию клубнику собирать. Вот у вас поля открыты где. Дальше поехали. Сбор урожая. Если пошло про клубнику, я бы очень хотел. Грузия — это субтропики. Здесь растет все. Мандарины, апельсины, вот снег идет, мандарины прям растут, да? Орехи, мандарины, апельсины, клубники, там, не знаю, инжир, хурма, черешня, чего хочешь, то растет. Все богатое на землю, на плоды, на людей Грузия дает, одаривает всех. Почему вот у вас приезжают сюда огромное количество людей из городов, из маленьких, больших, из тех мест, из Израиля, там, да, из Белоруссии, там, где это не растет. А если растет, то все такое полуискусственное, а у вас все натуральное, потому что в Израиле, допустим, там вода, она все берется, там фильтруется, прессуется, здесь прямо из крана течет вода, которую можно пить. Почему вы до сих пор не предлагаете совместный сбор урожая?
Почему мне не приехать и не собрать, допустим, там, не знаю, клубнику в Грузии, виноград в Грузии? Почему нет маленькие подворья, маленькие хозяйства, если вы станете тем, кто будет организовывать для туристов вот этот вот сбор урожая по Грузии, а здесь, я так понимаю, что его можно собрать практически круглый год. Вот это в принципе всегда будет востребовано, потому что детям это вообще по кайфу. Дети, они, когда видят мандарины только на полках, им собрать мандарины это впечатление, это вот здесь. Но это отдельная песня, потому что здесь надо договариваться с фермерами, с подворьями, там, не знаю, с частными домами, где-то все есть. Вместо этого у вас же все под ногами. У вас мандарины даже там, не знаю, для меня было интересно тот же самый лавровый лист, что он растет, можно было, мы привыкли, что когда делаем плов, надо лавровый лист идти в магазин, там, да, или на рынок, а здесь ты выходишь на улицу, и вот у тебя лавровый лист прямо под окном, и ты берешь его, и вот это работает, чтобы и взрослые, и дети, даже очень богатые дяденьки и тетеньки, которые не вылазят из компьютеров, из офисов, они вам будут готовы заплатить, чтобы вы их завезли, и они там, не знаю, собрали корзинку фруктов с подворья грузинского, либо собрали, не знаю, малину у горного родника, или собрали хурму в саду с какой-нибудь интересной историей. Почему вы этим не... То есть следующая идея это стать организатором сбора урожая. Следующая идея это, конечно, конные прогулки по окрестностям. Мы сколько раз не бывали, даже когда мы приехали в Казбеги, там были лошади, но по стоку по скоку. Там все почему-то считают, что я житель города, житель мегаполиса, очень хочу, сплю и вижу, как это мне приехать в горы и сесть там на квадроцикл, либо мотоцикл и погонять. Друзья мои, нет. Я хочу приехать в горы, и я хочу, даже вот возьмем Батуми наше, да, вот возьмем Батуми, в котором мы сейчас живем, и я хочу, чтобы мне сказали: Александр, берешь семью, приезжаешь там за 2 километра от Батуми на такси, это стоит там 3 лари. Приезжаешь, там тебя будет ждать, там, не знаю, там, Вано, вот 3 лошади, и вы там 2 часа по окрестностям, там, по горке, там, по тому, там, по проселку, по лесочку прокатитесь на лошадках. Все, никто не предлагает. Максимум, наверное, что будет предлагать, это какие-нибудь там лошади замученные, усталые там по городу там для детишек, вот такое пони. Нет, я хочу прикоснуться, потрогать эту природу. Знаете, показать ребенку, что такое на лошадях, показать жене, показать всем, как это классно прокататься на лошадках. Более того, вся эта история, она очень и очень развита во всех странах. Почему это не развито? Где в Грузии, я не понимаю до сих пор. Ах да, я забыл, я понимаю. Зачем? Гораздо проще не организовывать это все в Грузии, а поехать куда-нибудь в Польшу и там коням, лошадям хвосты крутить у пана. Это же правильно. Там сразу будут деньги, а здесь риск. А риск никто не хочет, да? Следующая идея. Поймите, вот это все то, чтобы я вам сейчас рассказываю, то, чтобы я купил, либо то, что я вижу, чтобы купили ваши предприниматели, которые находятся в городе-герое Батуми. Итак, что бы я точно купил прямо сегодня? Это 1 день жизни в грузинской деревне. Вот так, чтобы было атмосферненько. Без интернета, без ничего, чтобы были, допустим, как мне говорили, что бывает даже когда земляные полы, может, где-то есть там, да, чтобы была какая-нибудь там деревня, где люди ходят в магазин там раз в неделю, да, вот такая деревня, да, чтобы посмотреть, как это все живет, чтобы там вот в качестве, может быть, какого-нибудь приключения испытать такой вот, не надо там неделю,
один день, чтобы я утром приехал, а вечером уехал, чтобы не напрягать людей своим присутствием там ночью, да, вот, и вот один день жизни в грузинской деревне, почему вы это не организовываете? Тут были бы все счастливы, тут был бы счастлив и хозяин дома, и вы, и клиент. У меня рядом вот здесь родился теленок. Ну, там через дом, где мы покупаем молоко, там родился теленок. Мы туда, как в мавзолей, записываемся, чтобы посмотреть того теленка. Почему вот грубо, вот рождение теленка, маленький теленок родился, да, там, не знаю, 20 минут его там, не знаю, потрогать, погладить, посмотреть этого теленка, пусть это будет стоить там несколько десятков лари. Да и ладно, теленка не убудет, хозяйке хорошо, ребенку хорошо, всем хорошо, у всех селфи, у всех карточки. Почему вы это не делаете? Непонятно, вот вообще. Вам ваше, как говорите, в легенде, да, боги дали вам кусочек Грузии, кусочек земли, которую они припасли для себя. Эта земля вам все дает. И это же на поверхности лежит. Это я вот вам рассказываю, посмотрев, побыв здесь полгода, и когда говорит, а здесь работы нет. Ну, наверное, нет работы, это когда вам лень работать. Вы когда хотите, чтобы вам пришли, сказали, о, слушай там, Михо, вот садись сюда, получай $1000, ковыряйся в носу и смотри в Фейсбуке фотки, а лучше в Инстаграм, там больше девок. Да, вот эта работа по плечу, да? Поэтому, друзья мои, следующая идея для бизнеса, это, конечно же, проводник по красивым местам. Вы скажете, о, Бидё, тут у нас что ни плюнь, везде красивое место. Согласен. Но давайте представим, если вы запакуете свой оффер, свое предложение и напишите 25 мест для лучшей фотосессии в Инстаграм. Ну, я думаю, тут очень много девушек, да и парней захочет с вами пройтись по этим местам. Потому что мы случайно поехали, и здесь недалеко от Батуми, буквально в часе езды, и водопады тебе, и горы, и какие-то бойницы с пушками, там и то, и какие-то виды потрясающие. Просто там водопады, леса, горы, дороги, мосты подвесные, там реки, форель, что угодно, прямо, вот да, мы же не знали. Проводник по красивым местам у меня Нугзари, это наш таксист, который с нами здесь все время с самого начала до конца. Для него это обыденно, понимаете? Он говорит, да, тут хорошо, там красиво. Потому что он для нас это в диковинку, потому что мы приехали из каменных джунглей. И для нас красивое место это вот пройтись по мосту, который подвесной, который катается, это вообще бомбически. Увидеть водопад, это бомба. Пройти в гору, в настоящую гору по тропе, увидеть, как это все, вот прикоснуться к этому, сделать там селфи, фоточки, это вообще классно. Проводник по красивым местам. Запакуйте, предложите 22 красивых места, и вы будете заняты каждый день. Ах да, работать надо. Надо ходить каждый день и что-то кому-то предлагать, водить туда, да? Но это же Инстаграм, это Фейсбук, это Ютуб. Люди, которые будут там ходить, они будут эти фотки размещать, и другие будут к вам. Это вот бесплатная реклама. То есть вы взяли, привели, показали и все. Только назвали правильно, красиво. Дальше поехали. Повар на дом. Вот. Вообще, для меня мы очень часто ходим по разным заведениям. И в одном из заведений у нас был опыт, когда парень очень такой молодой парень, без образования кулинарного, угощал нас своими блюдами, там были очень классные блюда, в том числе это был там и тыква фаршированная, нашпигованная там, не знаю, черносливом, орехами, курагой, там что угодно было, ну просто бомбически.
Ну просто классно, ну просто хотелось эту тыкву всю вот съесть и там порежьте мне, не-не-не, вот тут вот порезать, да? Поэтому вот я был бы счастлив, я так не умею готовить. Но пусть он мне сделает мастер-класс дома, либо придет к нам домой и приготовит то, что он делает. Это очень близко к мастеру впечатлений, потому что на Airbnb очень много, очень большой спрос на национальную кухню. Потому что для вас, для многих из вас, сделать хинкали это нормально. Это быстро нормально. Сделать какие-нибудь там еще грузинские блюда, это просто, и вы делаете их по-особенному. С каким-то своим уникальным рецептом, с каким-то своим добавочкой, да. И вот я готов либо прийти к вам домой и попробовать это, либо чтобы кто-то пришел к нам домой и это все приготовил. Такой а-ля дегустационный сет. Нет, я знаю, что и есть те люди, вот смотрите, как это работает, чтобы вам было понятно. Есть программисты, есть дизайнеры и есть операторы. Это все люди творческие. А есть заказчики, которые хотят получить работу этих программистов, дизайнеров, либо верстальщиков, либо там видеооператоров. Да? Я посредник, я менеджер проектов, который сводит этих людей, и я объясняю, что хочет заказчик людям-исполнителям, и принимаю у них работу. То есть я представитель заказчика. Понимаете, как это работает? А в данном случае вы, если вы даже не повар и не умеете готовить, но у вас классно подвешенный язык, то вполне возможно вы менеджер. Вы менеджер, который может продавать услуги этого самого повара и предлагать его, запаковать этого повара и предлагать его там меню там, да, то есть сделайте себе рекламу в Инстаграме, в Фейсбуке, сделайте маленький сайтик, да, и предлагайте услуги поваров, их много, станьте посредником между этими поварами. Дальше. Но переходим к самой интересной части нашего марлезонского балета, это, это все боли. Что значит боли? Когда люди испытывают какое-то неудобство, они готовы заплатить кому-то, кто решит эту проблему. У меня есть в определенных кругах есть такое прозвище, называется «реши проблему». Потому что я умею много, часто, быстро решать проблемы. Да? Так вот, если вы начнете решать проблемы приезжих сюда людей, то вы будете получать очень и очень хорошо. И чем лучше вы эти проблемы решаете, чем быстрее вы их решаете, чем больше о вас идет молва, и тем больше вы зарабатываете. Вот к чему я делаю такую большую прелюдию, это вечерний детский сад. Вы скажете, подождите, Александр, какой это вечерний детский сад? Зачем детский сад? Зачем вечерний? Да все просто. Когда сюда приезжает, допустим, пара семейная, приезжает мама, папа, и, допустим, 2 ребенка. Одному 5 лет, второму 12 лет. Вот они тусуются, им весело, море, прогулки, Батуми, шикарный воздух, классные люди, безопасно, что немаловажно, все классно, но потом приходит вечер, наступает вечер, и мама с папой хотят пойти в ресторан. Детей в ресторан не пускают. Нет, в Грузии пускают, но давайте представим, что мама с папой хотят просто побыть наедине. Пойти в ресторан, романтический вечер, там 5-10, попить вина вкусного, там потанцевать, попеть песни, покурить кальян, или там, оторваться, на дискотеку пойти. Детей туда не пускают, но дети не хотят оставаться дома, потому что они, боятся, а они просто не хотят никуда маму. Да? И поэтому родители не отдыхают. И вот представьте, что теперь вы во всей своей красе пришли и объявили: здравствуйте, а может быть вам необходимо за детишками присмотреть, так у нас есть специальный дом, тут есть и кухня, и повар, и там нянечка, там 5-10, и если вы задержитесь до 5 часов утра, вопросов нет.
Вы можете вполне себе погулять, вот телефончик, звоните, мы даже по скайпу вам видео покажем, как ваши детишки сладко спят, либо сладко играют. Хотите уехать в горы на 2 дня, с детьми тяжело, пожалуйста, мы оставим. У нас есть и горшочек, и няня, и питание, и все свежее. Вот смотрите, все хорошо. Почему этого нет до сих пор? Если это есть, а это может быть даже есть, просто его неправильно рекламируют. То есть мы об этом не знаем, и мы даже не знаем, где об этом узнать. Следующая боль. Вот смотрите, я это писал с головы. Просто брал и писал, какие проблемы здесь можно решать и что бы я сделал. Что бы я сделал, когда у меня, допустим, не было бы работы? Вот представим, что интернет бы, допустим, выключили, и чем бы я занимался в этом самом Батуми. Дальше поехали. Служба уборки помещений. Она есть, наверное, есть. Более того, я даже где-то в Фейсбуке видел какое-то открытие. Было пафосное открытие, было пафосное все, но потом найти все это дело и при этом, чтобы были там вменяемые цены, очень и очень проблематично. Причем более того, друзья мои, вот с развитием здесь сервисов по аренде жилья, а здесь огромные мегаполисы, огромные дома, вот эти огромные высотки, да, где будут такие сдаваться это жилье, продаваться жилье с целью последующей аренды, да, субаренды, там, не знаю, где огромное количество будет съемного жилья, оно уже сейчас есть. Но глядя на то, что творится у набережной Батуми, есть подозрение, что будет вообще бум этот вот туристический, да, и поэтому здесь сервисы, что Airbnb, что Booking.com, они требуют уборки помещений после каждого заезда. То есть вот сколько заездов, столько уборки помещений. То есть это вот здесь служба уборки помещений, она будет востребована всегда. И рост будет просто по экспоненте. Не 20%, а 200-300%. И если вы сейчас станете организатором вот этой вот службы уборки помещений, то это классно. И если вы еще к этому начнете разделять это все, допустим, уборка жилых домов — это одно направление, уборка помещений после ремонта — другое направление. То есть это будет вообще бомбически. Это сработает 100%, потому что это работает в других странах. Это работает в других городах. Почему это не заработает в Батуми? Оно заработает. Вопрос в том, с вами или без вас. И обиднее всего, когда толковые, молодые грузины, грузинки уезжают куда-то в страну, а в их страну приезжают другие, развивают этот бизнес, и начинается все, скажем так, по-новому. То есть вы будете возвращаться в страну и уже наниматься к тем людям, которые просто стали первыми. Дальше поехали. Переводчик с 3-4 языков. Вот это вообще, да? Вот это, казалось бы, почему этого нет? Почему, вот опять же, что впечатление, что консультант по размещению на Airbnb, что проводник по, вот, скажем так, по интересным местам. Да? Очень часто бывает, что люди, молодые люди, они не знают ни английского языка, ни русского языка. Или более пожилые люди, они не знают английского языка. Ну, знают грузинский, русский, английского не знают. Почему вы не предложите им услуги переводчика? Вы же тогда увеличиваете объем. Вот условно есть человек, который занимается экскурсиями. К нему пришли англоговорящие туристы, он взял с собой еще одно место и взял своего переводчика с грузинского на английский. Он говорит, рассказывает про красивые места, водопады, переводчик переводит. Все счастливы, все танцуют джагу. Это сервис называется. И вот это здесь, оно тоже не развито. Дальше поехали. Коммерческий видеооператор и монтаж. Я обращаю внимание, что не надо путать, что вот здесь во всех странах, не знаю, как в Грузии, во всех странах раньше путали и говорили,
свадебный фотограф мог снимать там, да, либо там вот у меня тоже камера есть на телефоне, нет. Должен быть коммерческий видеооператор по рекламе ресторанов, салонов красоты. Скоро будет уже у сервиса Airbnb возможность загружать видеоролики. Надо быть мастером. Надо быть мастером, потому что вот мы сейчас перейдем к фотографу на Airbnb. На сервисе Airbnb или Booking.com продает две вещи. Две вещи продают только ваше жилье. Первое это фотографии, второе это заголовок. Все. На Airbnb, ну цена, естественно цена, да, ну стоимость. Но если при прочих равных, когда стоимость плюс-минус там $2, то люди решают фотографиями. И вот правильный коммерческий видеооператор, он же и монтажер, и правильный фотограф на Airbnb делают кассу. Делают кассу, потому что они знают, что фотографировать, они знают, что снимать, они знают, что показывать, потому что я, как человек, который уже консультирует достаточное количество людей, которые сдают апартаменты, хост Airbnb, точно вам скажу, вот 100% фотографии продают. Только фотографии продают. И фотографии правильных мест. То есть с самого начала вы должны показать спальное место, потом душевую, потом кухню. А вместо этого ваши фотографии на Airbnb вы показываете мне люстру, чайник, не знаю, там, как его, говорите, вот у меня есть там, не знаю, стаканы для воды, так это по умолчанию, там, или полотенце там в этом формате. Друзья мои, вот это окупается вот здесь сразу. Но другое дело, что специалистов нет, потому что когда мы столкнулись с проблемой, я думал, что в таком курортном, распиаренном месте, как Батуми, будет сервис на уровне бомбы. Тут на уровне Фейсбука все. Александр, если вам интересно, я могу прислать фотографии своей квартиры. Нет, мне не интересно. Я просто так написал объявление. Конечно, интересно. Присылают фотографии, не спальное место, а, не знаю, там, полы, плитка, там, плита, батарея, люстра. Зачем мне это? Да? Наймите себе, а потом вы удивляетесь, вы владельцы хоста, удивляетесь, почему у вас нет продаж, почему у вас даже в межсезонье, либо там вне сезон вообще все пустует. Да потому что вы экономите, а потому что еще здесь нет того, наверное, нет того, кто предлагает услуги фотографа. Потому что очень часто девушки, которые приезжают сюда и остаются здесь, из России, Украины, Беларуси, они мнят из себя агентом недвижимости и на уровне бытовом делают фотки, которые, ну, в принципе, работают, ну и хорошо. Нет, в сравнении с тем, что делаете вы, это вообще. Дальше поехали. Про фотографа Airbnb, это я прямо вот подчеркну, это вот то, что будет работать вот сюда, лет 10 вас будут кормить, вот эта история, если вы грамотно себя запакуете, если вы грамотно поймете, что снимать, как снимать, в каком ракурсе, то есть у вас должны быть продающие фотографии, либо продающие видео, увеличивающие, но при этом не обманывающие. Никакого фотошопа. Фотошоп зло для Airbnb, либо букинга, сразу скажу. Ну, про то, как увеличить продажи и увеличить аренду, стоимость аренды своего жилья, у нас будет отдельный мастер-класс. Подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте лайк, делитесь и приходите к нам на канал, на сайт. Там будет отдельный курс, отдельный мастер-класс о том, как стать домовладельцем номер 1 в Батуми, да? Мы вам покажем, расскажем и покажем, да, то есть вот как от начала и до конца, от регистрации в качестве хозяина жилья на Airbnb до того, как стать супер хозяином за 2 месяца на этом сервисе и зарабатывать больше на своей квартире. Поэтому подписываемся, ставим палец, комментируем, идем дальше.
Здесь уже профильная история пошла. Вот в Грузии что не хватает, в Грузии, не только в Батуми, это специалистов по рекламе. Я думаю, что все те молодые люди, которые стали специалистами по рекламе, они уехали. И понятно, потому что если здесь, ни в Батуми, ни в Тбилиси, если ты специалист, тебя не могут грамотно оценить, потому что в той же самой Америке человек, который разбирается в рекламе, который может консультировать хосты Airbnb, получает, допустим, $3000. Здесь он будет, это там от $3000. Здесь это неподъемная сумма от слова вообще, и страшно про нее даже говорить. Поэтому я понимаю. Но стать специалистом по рекламе, причем, что это 3 профессии. Вот смотрите, очень часто здесь бывает так, что люди пытаются объединить в себе все. И они пытаются стать офлайн, они пытаются стать онлайн и пытаются стать еще YouTube. Ну там или там YouTube, Facebook еще там, да, в этом формате. Нет, друзья мои. Вот офлайн это вывески, это путеводители, это хорошее меню. Это то, что вы делаете в офлайне. Это когда вы приходите, допустим, к владельцу хоста, владельцу квартиры на Airbnb, говорите: послушайте, когда к вам приезжают русскоязычные гости, вы кладете им на стол инструкцию там Wi-Fi, как магазин пройти туда-сюда на русском языке. Когда английские, на английском языке. Когда из Израиля на иврите, там вот это офлайн. Показывайте там вывески, те же самые вывески. Посмотрите, идешь по Батуми, вывеска на грузинском языке. Я понимаю, что есть такой момент, что типа, ну, надо учить грузинский. Я в Грузию приехал, и здесь живу уже там 7 месяцев. Люди приезжают сюда на 2 недели, на 3 недели. Им не надо учить грузинский язык. Они приехали радоваться солнцу, морю, свежим фруктам, улыбкам людей. А почему здесь до сих пор во многих кафе меню на грузинском языке? Это вообще работа офлайн специалиста. Онлайн специалиста. Тут вообще поле не паханое, от слова вообще. Для меня было дико, когда я прихожу в, ну, не магазин, а точка в Батуми, где можно заказать себе монитор, и на вопрос: слушай, а чего у тебя нет сайта? Говорит: ой, ну сайт, это же будет увеличение затрат, это будет вот не так хорошо. Друзья мои, это, знаете, я себя ощущаю, человек, который приехал из будущего в прошлое. И вот здесь вот я все то же самое, что вы мне сейчас говорите про онлайн-рекламу, слышал в 2008 году в своем родном маленьком городе Мозырь. В маленьком городе вот это вот я сейчас из 2020 года прилетел в тот Мозырь 2008 года, и я понимаю, что будет дальше. У того, у кого будет ресурс на 3 языках, на английском, на русском и на грузинском, победит. Потому что квартиры покупают и снимают, в основном большие, хорошие, снимают не грузины, а приезжие. Почему вы делаете в той же самой группе там в Фейсбуке, вы пишете объявления на грузинском языке, для меня загадка. А очень часто вы еще пишете на грузинском языке, но латинскими буквами. Это вообще вот выше моего понимания. Но это, ну, YouTube. Посмотрите сейчас в YouTube. Сейчас только ленивый не снимает YouTube ролики. Потому что люди, молодые люди, они понимают, что будущее это за YouTube, за видеоконтентом, и все уходят в YouTube. Станьте специалистом по YouTube. У нас есть бесплатная школа видеоблогеров. Ссылочка внизу. Перейдите, попробуйте, посмотрите. Это просто. Там 3000 бесплатных уроков. Мы уже сняли давно и размещаем там каждый день. Перейдите, остановитесь. Ну, здесь вы найдете там курсов много. Следующее. Осталось немного. Я уже понимаю, что вас утомил, но осталось совсем чуть-чуть. Поэтому дальше поехали. Следующее. Это специалист по организации свадеб и романтических свиданий.
Если они есть, то они только по сарафанному радио. К сожалению, у меня это сарафанное радио не настроено. У меня знакомые попросили организовать им в Батуми, ну, такой а-ля медовый месяц. Я не смог. Банально не смог, потому что не смог найти людей, которые бы мне отвечали всем моим требованиям, которые бы могли снять им жилье, повозить им там по экскурсиям. Причем деньги у людей были, и хорошие деньги были. И вместо этого они поехали в Тбилиси как-то там это развито. А здесь это город романтический, здесь такая набережная, такие там все дела. И здесь специалисты по организации свиданий нет. Чтобы кто-то вместо позаботился, организовал, у кого-то, допустим, там новые отношения, кто-то хочет возобновить это, кто-то хочет новое там. Вот почему этого нет, для меня это загадка. Поэтому специалистом стать это вообще классно. Еще одна идея для вашего бизнеса – это тренер по йоге либо по фитнесу. Почему это боль, почему это надо? Потому что люди, как я, приезжают сюда, они начинают расслаблять свои ягодицы, они кушают хинкали, хачапури, они кушают сулугуни, они кушают все, там выпечка, торты, все классно, все хорошо, все качественно, все вкусно, все свежее. И начинаем одевать пояса верности. Мы начинаем толстеть и хочется схуднуть. А потом ты приходишь на набережную Батуми, смотришь Черное море и видишь замечательную аллею, смотришь столько мест для занятий йогой, для занятий фитнесом, огромное количество всего, и нет никого, кто бы мог, допустим, все опять по сарафану. Вот мы попытались, мы спустя какое-то время нашли только занятия по спине там, да, в бассейне. Но почему этого нет в таком масштабе, как это есть в разных странах и в разных городах? То есть вот лишь бы у тебя были деньги на любой вкус и кошелек. Что такое фитнес-тренер? Это здоровый образ жизни. То есть здесь можно... Какая проблема у большинства людей? У большинства людей проблема, они в своих городах, если кушают, вот я если покупаю мандарины где-нибудь в Москве, я их покупаю, и они у меня лежат, могут лежать 2 месяца или 3 месяца. И будут как новенькие. В Грузии я срываю мандарины в саду, и они там через 3 дня уже никакие. Потому что они натуральные. Потому что они качественные. И здесь можно здоровый образ жизни развивать и пропагандировать, и на этом зарабатывать. Почему вы этим не занимаетесь? Вот для меня загадка. Да? Поэтому следующая идея – это стать специалистом по правильному питанию. Здесь Грузия вам все для этого дает. Правильная вода – залог здоровья, да? Правильные продукты, огромная масса, рыба, мясо, куры, фрукты, овощи любых сортов, круглосуточно, круглогодично. Почему вы этим так пренебрегаете, непонятно. Ну и последняя 22-я идея – это станьте специалистом по компьютерной грамотности. Потому что здесь очень низкий уровень компьютерной грамотности. Особенно среди людей, вот когда мы сталкивались с хозяевами, которые нам сдавали там свои хосты по Airbnb, по Booking, они очень не продвинуты по компьютерной грамотности. Здесь водители такси, они не едут по навигатору, я не знаю почему. Да? Они думают, что они знают лучше, чем знает искусственный интеллект. 3 женщины, которых я знаю, 3 женщины-грузинки, у которых есть айфоны 6, 7, 8, они потеряли пароли и восстановление и не умеют пользоваться. Да? То есть начните учить людей банальной компьютерной грамотности. Потому что здесь это боль. Люди знают какие-то пару сервисов и никуда дальше, чем Facebook, не выходит от слова вообще. И это вот боль, которую вы можете решать и можете становиться экспертом, специалистом и зарабатывать. Друзья мои, 22 идеи, 22 маленьких идеи, вернее,
лучших идей для вашего маленького бизнеса. Я вам рассказал, хочу сказать 23-ю идею. Она только что пришла ко мне, потому что вот чего здесь не хватает и что будет пользоваться всегда в тренде. Здесь очень слабые менеджеры по продажам. Очень и очень слабые. Потому что вот менеджеры по продажам никто никогда не заменит. Вы сами, когда ходите, видите, когда девушки, сидящие в магазинах, в шопах, в бутиках, вместо приветствия посетителя, потенциального клиента, втыкают в телефон, и поднять ее голову очень и очень тяжело. Это боль всех маленьких городов. Очень скоро аренда в Батуми будет расти. И у вас будут сидеть эти девушки, которые просто отсиживают себе пятые точки, либо парни. Убирайте телефоны, учите менеджеров, инвестируйте в менеджеров по продаже, потому что ими не рождаются, ими становятся. Когда вы приезжаете в большие города, вы видите, как там на 2 метрах квадратных танцуют танцы с бубнами, чтобы вам что-нибудь продать. Почему? Потому что должно окупиться и место, и зарплата, и прибыль должна быть. А в вашем очень часто в Батуми подавляющее количество продавцов, они сидят, поднимают голову и с таким видом: ну что ты сюда пришел, что дома не сидится. И она на тебя смотрит, и ты смотришь, и ты говоришь: русиш нет, do you speak English нет, она грузинский ест. А я не знаю грузинский, то есть вы посадили себе в магазин или там в кафе человека, который не знает языков, и все, что он делает, он втыкает в телефон. А вы, бизнесмен на букву «Б», нанимаете его и платите ему зарплату, место там рабочее, там, да, и думаете, что сэкономили, потому что вы взяли очень выгодного человека, он не научится. Ищите менеджера по продажам. А те, кто, вот, коллеги, вы всегда будете востребованы, если сможете продавать все. Этому учатся. Это не врожденный навык. Вообще все эти навыки это приобретенные. Приобретайте, становитесь лучше, учитесь. Я вам дам 23 идеи для вашего маленького бизнеса. Я думаю, что их гораздо больше. Я думаю, что их, наверное, 50. Важно это хотеть, желание получить, чтобы кем-то стать и начать зарабатывать дома у себя, поднимая вашу прекрасную страну, прекрасный город Батуми, прекрасную Грузию. Спасибо за внимание. Приходите к нам, потому что мы вам будем дать много полезной, интересной информации. Особенно будет интересен, мы будем делать целый курс, целый блог о том, как сдать квартиру либо дом через Airbnb и на этом заработать, да, то есть вот от регистрации до премиального, там, до Airbnb+, то есть до плюса будем идти, показывать, как это делается, поэтому не забывайте, ставьте лайк, пишите комментарии, поделитесь этим видео с кем-то, кто собирается уехать, либо уехал, может быть, ему эти идеи зайдут, а я с вами прощаюсь, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.